Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И в сегодняшнем своем видео я хочу сделать обзор летних видов пряжи, из которых я планирую вязать изделия на нынешний теплый сезон. И начну я вот с самой нижней пряжи, которая у меня представлена вот в двух цветах. А образец, точнее это даже не образец, а это уже часть изделия, которое я планирую связать. Здесь вот третий цвет. Это у меня турецкий хлопок, точнее даже полухлопок. У него здесь состав 60% катон и 40% акрил. Это вот фирмы Газал, Baby Cotton, метраже 50, в 50 граммах 165 метров. Значит, итоговый метраж составляет на 100 грамм 330 метров. Вот. Значит, у меня здесь два цвета, желтый и белый. А в образце представлен еще вот такой мятный оттенок. Палитра данной пряжи очень большая, и можно комбинировать цвета по вашему желанию и по вашему усмотрению. Значит, данный метраж пряжи я вяжу на спицах номер 3, и по плотности полотна мне нравится. Оно не слишком забитое и не слишком толстая, плотная, но и в то же время держит форму и прекрасно держит рисунки, которые вы выберете. Там ажурные рисунки, либо вот такие, как у меня, объемные. Очень хорошо держит пряжа этот рисунок, и вот эта плотность на спицах номер 3 мне нравится. Так, следующая пряжа, это дальше у меня идут бобинные виды пряжи, которые продаются на размот. Итак, по порядку, если брать, вот это у меня пайетка на хлопке, метраж которой составляет 800 метров на 100 грамм. И я решила попробовать связать образец не в качестве нити компаньона данной пряжи, а использовать ее полностью как оригинальную пряжу, только в несколько сложений. И вот это образец у меня конкретно из этой пряжи в 3 сложения. Вот у меня в 3 сложения нить, и я вязала на спицах номер 3,5. И вы знаете, мне очень понравился результат. Полотно получилось очень мягкое, пластичное, но в то же время в ажурах очень хорошо смотрится. И за счет того, что у меня пайетка, посмотрите, она прозрачная, вот такая ненасыщенная цветом, она не перенасыщивает изделие, и вот в 3 сложения данной пряжи очень прекрасно получается, красиво, слегка деликатно, вот так на солнце будет поблескивать изделие из данной пряжи. Так как основа этой пряжи все же хлопковая нить, то изделие у нас получается натуральное, дышащее, хлопковое, плюс еще и украшена пайеткой. Пайетка на хлопке представлена в широчайшем ассортименте, ее выбора цветовых решений миллион, и можно пробовать и экспериментировать из разных оттенков, из разных цветов, с разными рисунками. И результат, мне кажется, будет просто превосходный. Вот такой образец у меня. По общему метражу, девочки, у нас получается, так как 800 метров на 100 грамм, а в 3 сложения у нас получается где-то приблизительно 260-265 метров на 100 грамм. Но сама ниточка, она все же тоньше, чем 800 метров на 100 грамм, а за счет еще веса пайетки, поэтому получается вот такой метраж. Так что пробуйте разными спицами и выходите на ту плотность, которая вам больше нравится. Так, и третий вариант. Это у меня итальянский хлопок метражом 290 метров на 100 грамм в цвете полынь. Вот такой благородный, красивый цвет полынь. Мне он понравился. Он такой спокойный такой оттенок, ненасыщенный.
больше, знаете, к такой постельной палитре. И вот образец из этой пряжи. Посмотрите, как шикарно эта пряжа держит рисунок. Посмотрите, как она в ажурах красиво смотрится. Посмотрите, как вот в лицевую гладь ровно ложатся петелечки. Просто я в восторге, мне очень-очень нравится. И вот эту первую часть я связала еще с добавлением вот такой тоненькой ниточки люрекса. Здесь поблескивает, отдает тоже вот такой зеленцой этот люрекс. Но если честно, мне больше нравится вторая часть, потому что пряжа настолько самодостаточная, что не хочется ее даже портить или перенасыщать какими-то другими дополнительными нитями-компаньонами. Ни люрексом, ни пайеткой, ни пайеткой на люрексе есть такая пряжа, вот как я дойду потом до нее. Вот, и вот она именно как самостоятельная пряжа мне очень-очень нравится. Как я уже сказала, 290 метров на 100 грамм, и образец у меня связан на спицах 3,5. Но если, например, использовать спицы номер 4, мне кажется, тоже будет достаточно хорошо смотреться, потому что вот здесь даже вот так вот плотненько очень у меня держит эта пряжа вот такой ажурный узор. Очень мне нравится. Вот такая итальянская, красивая. И смотрите, вот даже если попадают небольшие солнечные лучи на нее, то эта пряжа тоже имеет такой деликатный, благородный отблеск. Такой. Очень я довольна и собираюсь какой-то топ из нее связать этим летом, в этот сезон. Ну и, конечно же, изюминка сегодняшнего видеообзора. Это итальянский стопроцентный шелк Малбери. Кто знает этот шелк, кто один раз с ним столкнулся и попробовал, это любовь на всю жизнь. Тем более в таком метраже, у меня 420 метров на 100 грамм. Обычно шелк Малбери в больших количествах представлен в очень тоненьких нитях. Там 6000 метров на 100 грамм, 3000 метров на 100 грамм, 2400. И тогда нужно в очень много сложений перематывать и вязать. А здесь уже готовая ниточка, 420 метров на 100 грамм. Вот. Просто брать, вязать и испытывать просто от него удовольствие. Как тактильное, так и визуальное. Цвет очень сложный, но тем не менее очень красивый. Здесь соединяются оттенки и голубого, и грозового неба, и где-то стальной отблескивает, и джинс. В общем, очень сложный цвет, но тем не менее он красивый и необычный. И вот что касается образца. Посмотрите, как красиво шелк вот выглядит на образце. Жалко, что вы не можете тактильно это прочувствовать, но как струится полотно, я думаю, визуально это видно на видео. И посмотрите, вот здесь внизу я вязала просто шелком, это другой оттеночек, точнее другой рисунок, другой ажур. Это я вязала только ниточка шелка, а вот во вторую часть я добавила вот такую тоненькую ниточку, это пайетка на люрексе. Вот посмотрите, здесь мало того, что вот идет нить люрекса, и на эту нить нанизаны вот такие микропайеточки. И вот у меня основа нити черная, а микропайетки вот такие синие, и они очень прекрасно сочетаются с данной пряжей. Фактура за счет основы черной добавляется вот такая фактура очень красивая, а пайеточка, она практически, вот посмотрите, она практически в тон пряжи, поблескивает очень деликатно и не вызывающе, и не перенасыщенно, а просто красиво и дорого выглядит. Вязала я этот образец на спицах номер 3. И вот именно вот на эту толщину нити, вот 420 метров, я бы рекомендовала
использовать спицы не большего размера, а 3, и можно даже 2,75, 2,5. Вот. Или если вы на троечке и хотите на немножко больше перейти спицы, то тогда додавать ниточку компаньон, все же, чтобы полотно было поплотнее, потому что в 2 нити будет, на мой взгляд, толстоватое полотно. А это все-таки лето, и хочется более воздушную, более нежную и струящуюся модель. И вот эта пайетка на люрексе, у нее метраж 1800 метров на 50 грамм. Вот она прекрасно дополняет как бы эту нить. Или можно добавлять нитку пайетки либо на ПА, либо на хлопке, но тогда желательно, чтобы совпадение по тону пряжи было у вас, подходящее совпадение было по тону пряжи. И вообще, конечно, шелк, натуральный шелк, это просто любовь. Больше ничего не могу сказать. Очень шикарно. Вот так выглядит и образец, и вид, и тактильно. Очень шикарно выглядит. Все, девочки, данный видеообзор у меня подошел к концу. Напишите в комментариях, какой вид пряжи вам больше понравился, подходит или не подходит такая плотность и размер спиц вот для данных образцов. Интересно просто ваше мнение. Из какой пряжи вы вяжете чаще летом? Из какой еще не вязали, но хотели бы попробовать? Очень интересно будет послушать ваше мнение. Вот. Обязательно подпишитесь на мой канал, кто еще не подписался. Буду рада вас видеть в своих рядах. И поставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео, либо новых мастер-классов. Поставьте лайк, кому этот обзор был полезен, либо интересен. А на сегодня у меня все. До новых встреч!